Всем привет, с вами Александр и вы на канале У Белого дома. Сегодня расскажу о таком, неприятном для меня событии. В телевизоре Panasonic, в плазменном, еще старом, 42 дюйма серии PV7, сгорел HDMI-порт. Разобрал свою плазму. Вот что из себя представляет телевизор, плазменный телевизор Panasonic. Правда, 8-летней давности уже. Какого там, 2009 года, по-моему, он выпуск, или 2008. Итак, вот что представляет из себя эта плата. Плата, назовем ее коммутацией. Здесь и TV-тюнер, и основные разъемы интерфейса. И на этой плате в качестве HDMI коммутации используется такая микросхема. Данная микросхема рассчитана на два порта HDMI. На данной плате предусмотрена установка второго HDMI порта. Можно установить здесь, запаять резисторы делителя и использовать как бы второй канал вот этой микросхемы. В сервисном режиме нет возможности как бы активировать этот второй порт. Даже если мы здесь все установим, порт этот не будет работать. То есть мы в меню не можем его вызвать. Поэтому у меня не остается никакого другого выбора, как заменить вот эту микросхему. Но чтобы убедиться, что входы этой микросхемы выгоревшие, необходимо замерить здесь сопротивление между землей и конкретно выводами входов этой микросхемы. С тюнером тоже проблемы. Некоторые станции теряет. Настраивают все, а потом начинает терять. Для этого мне необходимо замерить сопротивление между входом данной микросхемы и корпусом. Один вывод я подключаю на корпус, например, к разъему. Здесь у нас тестер. Так, показания тестера. Вот о чем я и говорил, резистивный делитель. И пошел с первого вывода через резисторы, два резистора. Вот на этот вывод. Так, ставлю предел 200 Ом. У меня 32,5 Ома. На этом канале первый вывод HDMI разъема показывает сопротивление. Так, предел у нас 20 мегаом, 12,4 мегаома. Микросхема прибыла в Беларусь через 3 недели с момента моего заказа на AliExpress.com. Ссылка в описании этого видеоролика. Обошлась она мне в $6.75, но что безусловно выгоднее, чем менять ее в официальном минском сервисном центре Panasonic, где за нее мне выставили счет в $45, и плюс ее замена оценивается в $40. Итого $85. Ну, видите, прибыла в малюсеньком желтом конвертике почтой Китая. Да, почтой Китая. И трек номер ее отслеживался. Трек номер стандартный. Менеджер магазина указал здесь реальную стоимость. $6.75. И вес пакетика 15 грамм. Кстати, магазин целиком специализируется на продаже электронных компонентов. Так, вскрываем. Пупырчатый конвертик. И что это такое? Я вообще-то думал, будет антистатический такой пакетик. А здесь какая-то пластмасска. Вот такая микросхема. Ну, точно такая же. Так, и в то же время я заказал на AliExpress.com для удобства установки этой микросхемы на плату вакуумный пинцет за $3.45, который прибыл за те же 3 недели. Трек номер также отслеживался. Вес пакета 37 грамм.
И продавец занизил цену до 3 долларов. Ссылка на него также будет в описании под этим видеороликом. Так, тоже вскрываем. Ну, заявлен пинцет антистатический. И в комплекте должно быть 4 форсунки под разный диаметр и угол как бы наклона. Тоже в пупырке. Магазин, кстати, уже другой. Ну, вот такой вот пластиковый бокс. Даже имеются петли. Ну, простенькие такие петельки. Ну, довольно-таки аккуратно сделано. Ну да. Пинцет работает по типу присоски, а точнее пипетки. На нем указан такой вот handy-wag и вот такие форсунки. Так, отверстие тут совсем малюсенькое. А здесь форсунки с такими вот присосками резиновыми. Да, 4 штуки. Сейчас проверим, как это работает. Так, допустим, я хочу установить на плату. Угу, да, вот он присасывается. Ну, такая вот мелочевочка. Ну, реально работает. Ну, здесь флюс в виде пасты. В принципе, на пакете указано его наименование, кому интересно. Прибыл пакет в Беларусь из Сингапура. За 36 дней трек номер отслеживался, ну так, в общем виде. И то без уточнений и за границей Беларуси. Продавец оценил пакетик в 5 долларов. Вес его, так, что-то тут написано, 165 грамм. Вскроем. Так, один должен быть в баночке, другой в тюбике. О, даже в шприце вот такой Amtech. 100 грамм этого флюса мне обошли в 7 долларов 68 центов. Ну и здесь 10 кубиков вот такого флюса обошлись мне в 2 доллара 41 цент. Так, произведен монтаж новой микросхемы. Вот таким вот образом. Кому интересно, как это все производится, оставлю ссылочку на экране. Так, вот старый чип. Ну, в данном случае он срезался. Ну что ж, устранить неисправность удалось, но удалось только со второй попытки. Сейчас объясню почему. Значит, что? Устранилось наводки на некоторые каналы, при которых даже сбивалась частота, и канал практически расстраивался. Буквально через пару секунд после включения этого канала. Остановилась работоспособность HDMI входа. Вот, переключаю HDMI. Здесь у меня подключен карманный компьютер или TV-бокс Beelink Pocket P1. Все работает. При первой установке платы после замены микросхемы производитель Analog Device, который, как оказалось, отвечает не только за HDMI слота, но также он оцифровывает все аналоговые входы. При включении телевизора не работал ни один из входов, не работал также трансляция телевизионных передач, не было шумов таких, когда антенна не подключена, был черный фон, и с правой стороны, вот с этой вот, шириной 20 сантиметров была такая полоса с цифровым таким цветным шумом. Разноцветные такие квадратики заполненные. На некоторых входах переключения также появлялась еще горизонтальная узкая полоса до левого края.
Но практически в основном это был черный фон и вот эта полоса. Как оказалось, что если вы будете приобретать микросхему по той ссылочке, что я оставлю под этим видео, большинство ножек оказалось просто не запаянные. Не взялся за них припой. Поэтому советую вам сначала как-то пролудить, почистить эти выводы. Хотя они такие тонкие, но надо как-то что-то постараться. И уже после того, как было проверено каждый вывод микросхемы и пропаян индивидуально, устранены все недостатки. То есть восстановилась работоспособность HDMI входа, устранилось искажение и шумы на некоторых каналах, после которых просто канал расстраивался. Ну, все, телевизор стал как бы идеально показывать. Ну, так, для аналогового телевизора, конечно, по качеству. Вот, учитывается эти неисправности при ремонте телевизора фирмы Panasonic. На этом с вами прощаюсь. Всем удачи, спасибо за внимание. Ну, буду рад, если кому-то помог. Пока-пока.